Всем привет! В этом уроке речь пойдет про фильтры. Итак, вы можете открыть любую фотографию и вообще в целом, когда у нас проходит работа, очень часто дизайнеры применяют самые разнообразные фильтры, но сочетают их с другими инструментами. Итак, смотрите, вот у меня фотография, она заблокирована, и обратите внимание, что у меня стоят цвета черный и белый, это важно. Мы идем в фильтры, и у нас есть галерея фильтров. Мы сюда щелкаем, у нас открывается новое окошко, и смотрите, у нас есть папки с этой стороны, да, ваша будет фотография, и вот здесь настройки. Итак, эти фильтры, они могут имитировать, допустим, различные инструменты, при этом все будет зависеть от фотографии. И, например, некоторые цвета и как фильтр работает, зависит от того, какие цвета у вас вот здесь на палитре выбраны. И вы можете щелкать. Итак, вы, допустим, останавливаетесь на каком-то варианте, вы можете редактировать у каждого фильтра какие-то свои настройки. Например, там размеры, уровень размытия, четкости и прочего. То есть вот здесь вот можно пощелкать, и результаты будут самые разнообразные в зависимости от фотографии. Мы можем имитировать какие-то инструменты, то есть их на самом деле много. Далее у нас есть инструменты, которые могут делать эффекты стекла различного, с ними обрабатывают, делают эффекты воды. Также дальше смотрите, вот скетчи. Вот здесь у нас все черно-белое. Это, кстати, очень популярный фильтр, который халфтоновский. Здесь смотрите, сейчас я так размерчики увеличу. То есть, вот он эффект, мы можем делать контраст, ставить там побольше, мы можем ставить поменьше. И вот здесь, например, очень часто применяют что-то подобное, например, там полоски надо пустить и прочее. При этом фильтры можно применять не только на фотографии, но и на другие, например, там слои, которые у вас просто залиты цветом. Вот, и, предположим, вот вы можете, там остановиться на каком-то варианте, вот, допустим, там поставить интенсивность, вы нажимаете ОК. У вас меняется сама фотография. И вот сейчас я отменю Ctrl-Z, и смотрите, очень полезно, когда вы работаете с фильтрами, чтобы вносить коррективы или что-то менять, это преобразовывать слои в смарт-объекты. Первое, вы снимаете блокировку, и дальше нажимаете правой кнопочкой и идете конвертировать в смарт-объект. Итак, вот у нас смарт-объект. Сейчас я еще поменяю цвета, и при этом эффекты будут зависеть от того, какой цвет и где у вас выбран. То есть их можно вот так поменять местами. И вот сейчас, если мы идем обратно в фильтры, например, на некоторые может не сказаться, а на некоторые есть. Вот, например, здесь играет роль вот этот цвет. И вы на переводе щелкаете, и некоторые будут оставаться такими же. Сейчас где у нас скетчи? Вот на скетче вы можете получать вот такие результаты. И менять местами вы можете цвета. Например, там халфтоновский эффект, там какие-то шумы. И давайте я сейчас так оставлю. И в любой момент вы можете, у вас вот так будут выглядеть они, вы нажимаете сюда, галерея фильтров, дважды щелкаете, и у вас, допустим, снова они появляются. Вы можете поменять на любой другой. Например, вы можете поменять на полоски, как-то корректировать. И еще один вариант использования, это когда применяют, например, можно продублировать слой, и фильтр применить только на один слой и совмещать. Вот пускай он у меня останется. Например, если вы будете делать различные режимы наложения, то вот здесь вы можете менять эффект. Он может быть легким, он может быть каким-то вот таким. Вы можете понижать opacity, если нужно. То есть, работать как-то так с фотографиями. Вот, в принципе, весь принцип работы галереи фильтров. Творите, дерзайте, у вас все получится. И подписывайтесь, чтобы не пропустить новые уроки.